Сказка «Принц Ворон», глава 10. Чудовище. Ближе к полудню ворон влетел в открытое окно покоя в замарашке и сел на подоконник. «Карр!» — поприветствовал он ее. В ответ тишина. Он подумал, что она в лекарне занимается травами. Он полетел туда, но в лекарне Анисии не было. «Где же она?» – заволновался ворон. «Может, в трапезной?» – вновь подумал он и полетел туда. Но и там ее не оказалось. «Неужели ушла?» – подумал ворон. Ему стало очень грустно. «Даже не попрощалась», – прозвучало в его голове. Он опустил голову и, волоча крыльями, немного прихрамывая, пошел в свой кабинет. Зайдя к себе, он взлетел и сел на спинку стула. И тут крылом он ударил себя по лбу и произнес: «Вот я дурень! Она же на выступе!» Обрадовался и полетел. Но на выступе Анисии тоже не было. Ее нигде не было. Она исчезла. Ему совсем стало грустно и одиноко. Но как она могла спуститься вниз? Снова подумал он и продолжал размышлять. Ведь внизу непроходимые заросли. Такая хрупкая девушка не сможет пробраться сквозь них. Все ее тело, лицо и руки будут изодраны об эти колючие кустарники. Он никак не мог смириться с тем, что она ушла, не сказав ни слова. Ворон продолжал размышлять. Если бы она попала в беду, я бы услышал и помог ей, но я ничего не чувствую и ничего не слышу. «Анисия, где же ты?» — в отчаянии произнес он. Принцу стало одиноко и скучно, и так каждый день он снова был один. Прошел месяц. Анисия вот уже целый месяц блуждала по лесу и ушла далеко от того места, где была ее хижина. Целыми днями она бродила по лесу, искала подходящее убежище, питалась тем, что найдет, собирала засохшие дикие ягоды и клала себе в карман. И вот однажды, блуждая по густому лесу, она наткнулась, можно сказать, уперлась в скалу. Она решила вскарабкаться повыше и посмотреть, куда ей идти дальше. Девушка поднималась все выше и выше, пока не увидела просвет и не оказалась выше деревьев. Нашла место, где было безопасно стоять, и поднялась во весь рост. Она увидела, как лес протянулся далеко-далеко. Она подняла голову вверх и посмотрела на небо, на котором сияло солнце. Оглядевшись по сторонам, Анисия увидела то, что ее сильно обрадовало. Раздалось у нее вместо слов. Это был рык, который означал: «Я нашла его! Я вижу его!» Высоко в скалах виднелся замок ворона. Она решила, что во что бы то ни стало будет пробираться сквозь заросли, пока не доберется. Путь туда предстоял трудный. Каждый день понемногу она пробиралась наверх. Она видела, что замок был еще очень далеко, но продолжала идти сквозь густые и колючие заросли. Приходилось руками выламывать ветки и вырывать колючие сорняки. Она карабкалась уже несколько дней. Все лицо и руки были исцарапаны и изодраны ветками и колючками. Но она не сдавалась.
Сухие ягоды уже закончились, и она очень хотела пить. Тут она увидела гнездо, а в нем лежали яйца. Когда она приблизилась к нему, то услышала, как защебетали родители этих будущих птенцов. Покачала головой заморашка, что означало: «Не бойтесь, я не трону ваших деток». Она отошла в другую сторону и стала пробираться с другой стороны. Когда солнце стало садиться, она легла на вырванную ею траву и стала смотреть высоко вдаль в небо. Над ней в небе пролетела огромная птица, тень которой упала прямо на нее. Анисия проводила взглядом птицу и подумала: «Как там мой дружок ворон поживает? Не забыл еще меня? Интересно, обрадуется он мне или нет?» Задала она сама себе вопрос. Потом с грустью подумала: «Я ведь исчезла так внезапно и даже не попрощалась». За этими размышлениями она постепенно расслабилась от усталости и заснула. Рано утром, как только первые лучи показались, девушка снова начала карабкаться наверх. Немного за полдень солнце было в зените и сильно припекало. Анисия очень хотела пить. Ее израненные руки перестали слушаться. Она раз за разом теряла сознание. У нее началось обезвоживание. Когда она в очередной раз очнулась и поднялась, она снова потеряла равновесие, упала и кубарем покатилась вниз. Она смогла ухватиться за прутья какого-то куста, руки кровоточили и болели, и она выбивалась из сил. Все, что она могла сделать, это в отчаянии позвать на помощь. «Помогите!» Вместо этого раздался крик, похожий на рык раненого зверя. Она чувствовала, что силы ее покидают. Пальцы вот-вот разожмутся, и она снова покатится вниз. Но именно в этот момент огромная птица своими когтями аккуратно подхватила ее и взмыла ввысь. Заморашка поняла, что ей не причинят вреда. Ее крепко держит эта огромная черная птица. Прохладный ветер обдувал девушку, и ей стало легче. Анисия из любопытства стала разглядывать ее. Огромные крылья, размахивая, рассекали воздух. Перья этой птицы колыхались на ветру. На одном крыле были надломаны некоторые перья, а на другом она увидела опаленные места и следы от ожогов. Заморашка вспомнила, она уже видела эти раны. А еще она узнала белое перышко, как родимое пятно на крыле. Потом она перевела взгляд на его огромную лапу и, увидев шрам от ожога, узнала ее. Она обрадовалась, ведь это та самая лапка ворона, вспомнила Заморашка. Это он! С радостью и одновременно с сочувствием к его страданиям подумала Анисия. Это точно он, мой верный и добрый друг ворон. Она от радости заерзала в его лапах и хотела крикнуть: «Мой дорогой дружок, это я!» Но вместо этого раздались лишь рык. «Карр!» прозвучало в ответ. Это означало: «Тише, не шевелись!» Заморашка вновь попыталась сказать, что это она, Анисия, но у нее опять ничего не вышло. Снова раздалось рычание. «Карр! Карр!» снова крикнул ворон, и это означало:
Потерпи, скоро будем на месте. Когда они уже были на выступе, ворон отпустил ее из лап, и она покатилась кубарем по земле. Она поднялась и, потирая свой локоть, оглянулась. Она даже рот открыла от увиденного. На ее глазах ворон уменьшился до размеров обычной птицы. Перед ней на земле стоял ее друг ворон. Хлопая в ладоши от радости, Анисия издала рычащие звуки. Но это были звуки радости и восторга. Ворон посмотрел на нее и спросил: «Чему радуешься? Тому, что ударилась о землю?» Девушка замахала руками. «Нет, нет, я радуюсь тому, что я тебя узнала. Это и вправду ты, мой дорогой дружок, и я очень счастлива тебя видеть». Но ворон услышал только рычание и мычание. «Ладно, ладно, я все равно не понимаю, чего ты там говоришь. Лучше иди за мной. Ты весь изодран и исцарапан. Нужно обработать раны, чтоб не загноились». Ворон полетел, а чудище пошло вслед за ним. В лекарне ворон клювом указал на баночку с мазью и сказал: «Вот, возьми и намажь все свои раны». В его голове промелькнула мысль, что это уже было. Только тогда это был тот, кого он до сих пор ждал, не мог забыть и сильно по нему скучал. Ворон посмотрел на чудовище и стал размышлять. И как это существо смогло так высоко подняться? Ведь за все эти годы никто не осмеливался даже близко подойти к моим скалам, а он пробрался так далеко, расширяя для себя путь. Интересно, кто он и зачем взбирался? Как я уже понял, он не злодей, у него доброе сердце. Он безобразен, поэтому и одинок. С ним вряд ли кто-то мог общаться. Думаю, он не причинит мне вреда. Ладно, присмотрюсь к нему. Вид у чудовища был жалкий, губы были потресканы, а лицо и руки изодраны. «Побудешь у меня пару-тройку дней, пока все не заживет. Потом можешь уходить восвояси», — сказал ему ворон и добавил: «А теперь идем, тебе нужно поесть и набраться сил». Ворон взмахнул крыльями и полетел из лекарни к трапезной. Он тихо летел, а сзади раздавались легкие шаги. Ворону вновь показалось это знакомым. Он тряхнул своей птичьей головой, чтобы отогнать эти мысли, и полетел дальше. В трапезной на столе было много приготовленной еды, но чудовище не стал есть. Он подошел к кувшину с водой и жадно стал пить, пока не напился. «Бедняга», — подумал принц, — «сколько же дней ты не пил воды?» Они поели, и ворон улетел. Он не хотел общаться с чудовищем, потому что не знал его. Ворон в последнее время редко бывал в замке и особо не общался с чудовищем. Но Анисия была счастлива. Несмотря ни на что, она смирилась с тем, что ворон ее не узнал и не разговаривал с ней, как раньше. Но, несмотря на все это и на свои израненные руки, она, как и прежде, помогала по хозяйству. Все так же занималась травами в лекарне. Когда ворон понял, что чудовище не требует к себе большего внимания и к тому же хлопочет по хозяйству, он решил его оставить у себя в качестве слуги. Принц подумал: лишние руки всегда нужны, и оставил его в замке. Конец 10 главы. Мои дорогие маленькие друзья,
закончилась еще одна глава, но это еще тоже не конец. В следующий раз мы с вами узнаем, что случится дальше. А пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Ну а я с вами прощаюсь. До скорой встречи, мои дорогие! Сладких вам, сладких снов!